После того, как Сяо Янь достиг 9-й звезды Императора, он приложил все силы для прорыва в класс Предка. Совершить это очень непросто для множества экспертов, но Сяо Янь был уверен в своих силах. Кроме того, решающую роль сыграл кровавый бассейн Небесной горы. Каждые 3 года возникает волна природной энергии посреди вулкана в горном хребте. По окончанию волны озеро Небесной горы внутри вулкана переполняется чрезвычайно загадочной красной жидкостью. Этот кровавый бассейн стоит лишь 5 дней, а затем попросту исчезает. Говорят, что он может помочь эксперту на пике Императора прорваться на уровень Предка. Кроме того, если эксперт уровня Предка опустится в бассейн, то сможет омыть свое тело и значительно увеличить силу. В любом случае, этот бассейн весьма полезен для любого эксперта. Каждые 3 года на горный хребет приходит несчетное количество экспертов северного региона Центральных равнин, а также из других мест. Проблема в том, что воспользоваться бассейном может лишь 10 человек. Если после 10 счастливчиков появится еще 1 человек, то он увидит лишь пустой водоем, и ему придется ждать еще 3 года. Сяо Янь узнал, что в следующем месяце наступает период истечения 3 лет, а значит, нельзя упустить такой редкий шанс – легкого прорыва к Предку. Но при этом Сяо Янь должен попасть в первую десятку. Конечно же, чтобы взрастить некоторых выдающихся молодых людей, сильные фракции даже уровня павильонов обращают внимание на кровавый бассейн Небесной горы. Из-за страха перед ними обычные люди даже не мечтают пройти к нему. Между Императором и Предком существует просто колоссальная пропасть. Если клан обладает экспертом уровня Предка, его репутация и влияние, естественно, возрастает даже выше, чем у клана с 10 Императорами, но без Предка. Таков статус Предка Доудзун. Итак, когда приближалось время появления кровавого бассейна, Сяо Янь уже прибыл на место. Неистовая энергетическая волна стремительно бурлила внутри горного хребта. Множество экспертов на пике Императора ринулись к проходу в горный хребет. Здесь собрались самые выдающиеся члены молодого поколения. Среди них наследница восточного филиала павильона Ветра и Молнии госпожа Фэн. Также были лучшие ученики 3 других павильонов. И кто же первым смог выйти на территорию горного хребта кровавого бассейна? Верно, это был Сяо Янь, простой парнишка. Но он опередил всех выдающихся учеников 4 павильонов, включая госпожу Фэн. На удивление, здесь Сяо Янь встретил Налань Янрань. Вам не послышалось? Как мы знаем ранее, Налань Янрань покинула империю Цзяма вместе с Юнь-Юнь, а теперь она оказалась здесь, возле кровавого бассейна. К этому времени она достигла силы Императора 5 звезд. Сяо Янь спас ее от 4 противников и помог пробраться через лабиринт. Но что она делала здесь? Неужели хотела побороться за место в десятке? С ее силой она могла рассматривать это путешествие лишь в качестве тренировки, ведь имелось много императоров 9 звезд, что претендовали на кровавый бассейн. Естественно, по пути Сяо Янь и Налань Янрань встретились с различными препятствиями и испытаниями. Они даже побывали на арене и прошли через контрольный пункт, что позволяло лишь сильнейшим добраться до кровавого бассейна. Шокирующие объемы энергии в бассейне достигли пугающего уровня, однако в нем содержится чрезвычайно сильный огненный яд, поэтому эти 10 экспертов не могли слишком долго оставаться в нем. В лучшем случае они могут пробыть в нем 3 дня. Сяо Янь не поглощал энергию с другими на поверхности бассейна. Нет, он пошел еще дальше и опустился на самое дно, а потом прошел через пространственный барьер. Все дело в небесном пламени. Благодаря ему никакой яд не страшен Сяо Яню. Он погрузился в тренировочное состояние, и могущественная жестокая энергия хлынула к нему. Когда первая волна величественной кровавой жидкости проникла в тело Сяо Яня, того сразу затрясло. Настолько огромное количество энергии могло сравниться с 3-5 днями тренировки. Однако теперь он сумел получить тот объем, лишь просто поглотив первую пришедшую порцию. Сила Сяо Яня быстро нарастала. Такими темпами его прорыв лишь вопрос времени. Спустя всего лишь пару дней он уже достиг уровня Императора высшей ступени и уперся в невидимый барьер. Тело Сяо Яня и даже волосы окрасились в красный цвет из-за действия кровавого бассейна. Хотя он еще не прорвался на уровень Предка, он как минимум был в 2-3 раза сильнее, чем 10 дней назад. Однако вырваться сквозь оковы Императора крайне сложно.
Если бы не кровавый бассейн, то Сяо Яню наверняка потребовалось бы полгода, чтобы достигнуть нынешнего уровня силы, даже при его неописуемой скорости развития. Время очень быстро прошло. Сяо Янь, который полностью сфокусировался на тренировке, совершенно забыл о потоке времени. Он погрузился в культивацию, отключившись от внешнего мира. Так прошло 2,5 месяца. И это при том, что все остальные молодые эксперты пробыли в бассейне всего 3-5 дней. Налань Янрань ждала Сяо Яня в течение 2 месяцев, но в итоге решила уйти. Другими словами, сейчас только Сяо Янь остался внутри горы. Никто не знал, жив он или мертв. И вот настал тот самый момент. Прорыв. Невероятное количество энергии хлынуло к кровавому бассейну, а из него вырвалась на волю величественная аура, напоминающая пробудившегося дракона. Та аура не уступает существу, обладающему силой предка одной звезды, но это лишь начало прорыва. Спустя несколько мгновений изнутри вулкана вырвался оглушительный рев, а в небо устремилась могущественная доуци. Пространство исказилось, весь горный хребет словно бы задрожал. Молодой человек возник в той части неба, где недавно взорвался столб воды. Он твердо стоял в воздушном пространстве, а его величественная аура как будто могла низвергнуть небеса прямо над его головой. Высоко в небе посреди воздуха стоял парень. Но за его спиной не было крыльев доуци. Хождение по воздуху – прямое подтверждение уровня предка. Несчетное количество мастеров смотрели на неподвижного человека. Весь горный хребет затих. «Предок», – прошептали присутствующие, оценив уровень могущества Сяо Яня. Да, это будет один из самых невероятных моментов аниме. Только успешно достигнув этого уровня, можно было получить необходимое условие, позволяющее выжить на центральных равнинах. Прогулка по воздуху была уникальным показателем элитного предка. Если бы сила человека достигала этого уровня, почти каждая часть его тела, включая даже прядь волос, могла бы стать острым оружием убийства. В общем, будет очень интересно увидеть силу предка Сяо Яня. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, ждите ли вы прорыв Сяо Яня к предку. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.